Одна капля добра дороже целой бочки философии, можно часами говорить о добре. Составлять теории, писать трактаты, спорить на форумах, цитировать великих. Можно завести 10 подкастов и обсуждать, как правильно жить, как устроен мир, как быть хорошим человеком. Но все это – звук. Пока не случается простое. Один человек помогает другому. Без громких слов, без выгоды. Просто потому что может. Потому что чувствует, что так правильно. Иногда этого достаточно, чтобы изменить все. Человек человеку не теория. Ты стоишь в метро, опоздал, нет сил, день тяжелый. И вдруг кто-то протягивает тебе бутылку воды. Просто так, без слов. Ты растерян, берешь, киваешь, говоришь спасибо. И почему-то ком в горле. Не из-за воды. Из-за того, что тебя увидели. Что в мире, полном спешки и безразличия, кто-то заметил, что тебе плохо. Это не изменит новостную повестку, не остановит войны, не решит глобальных проблем, но именно в этот момент что-то меняется в тебе. Хочется жить, хочется верить, хочется стать лучше. Вот она, капля добра, и она сильнее всех философских теорий о человечности. Громкие слова ничего не стоят, если за ними пусто можно быть мастером слов. Можно рассказывать о морали, цитировать Сократа и Ницше, строить умные речи о том, что такое справедливость, сострадание, этика. А потом пройти мимо человека, которому плохо. Не помочь, не остановиться, не заметить. Философия не щит от бездушия. Она не спасает, когда тебе холодно, страшно или больно. Спасает рука, которую кто-то протянул. Спасает взгляд, теплое слово, поступок. Небольшой, но настоящий. В жизни часто побеждают не те, кто знает больше, а те, кто чувствует больше. И делает хоть что-то. Не идеальное, не великое, но реальное. Мы помним не речи, мы помним жесты. Если вспомнить, кто по-настоящему повлиял на нас, это не всегда великие мыслители. Это мама, которая не спала рядом, когда мы болели. Это друг, который молча сидел рядом, когда случилось горе. Это незнакомец, который дал денег на дорогу, когда ты остался без копейки. Это преподаватель, который поверил, когда ты сам в себя не верил. Все эти люди могли бы молчать, но они сделали. И сделали вовремя. И пусть они не писали трактатов, они вошли в нашу жизнь глубже, чем сотни страниц о добре. Потому что они показали добро в действии. Люди не нуждаются в философии, когда голодны. Если человек лежит на земле, не надо рассуждать о социальной справедливости. Надо подойти, помочь, узнать, дышит ли, вызвать скорую, закрыть от дождя. Проблема не в том, что у нас мало знаний. Проблема в том, что у нас много бездействия. Мы утонули в смыслах, забыв о смысле главном – быть людьми. Философия часто усложняет, когда все просто, а добро, наоборот, упрощает. Оно говорит: вот человек, он рядом, он страдает, сделай, что можешь. Это не требует диплома, это требует сердца. Мир держится на тех, кто делает. Один водитель, который не поехал мимо сбитого животного, а вышел помочь. Один подросток, который уступил место в автобусе. Один сосед, который купил продукты пожилой женщине в подъезде. Один врач, который остался после смены, потому что не мог бросить. Эти одни – миллионы. Они невидимы, их не показывают по ТВ, они не участвуют в дебатах. Но они – пульс планеты. Они не рассуждают, они живут. Они не доказывают, они действуют. И они – наша надежда. Потому что пока в мире есть хоть один человек, который делает добро без расчета, все еще не потеряно. Сила не в масштабе, а в искренности. Одна улыбка может вытащить человека с края. Один звонок может спасти от отчаяния. Одна простая фраза «я рядом» может вернуть к жизни. Нам кажется, чтобы быть добрыми, нужно что-то большое – деньги, время, проекты, движения. Но это иллюзия. Нужно просто быть внимательными, видеть, замечать, не проходить мимо, делать малое, но искренне. Это как капля воды в пустыне, не решит проблему засухи, но даст шанс выжить. Иногда это все, что нужно. И да, философия тоже важна. Но философия – это карта. Но доброта – это путь. Без пути карта бесполезна. Без действия теория мертва. Пусть философия будет фоном, основой, поддержкой, но не заменой. Потому что когда у тебя в глазах слезы, ты не хочешь слушать лекцию.
Ты хочешь, чтобы тебя обняли. Добро – это выбор. Каждый день у нас есть выбор. Остаться в своей скорлупе или выйти навстречу, увидеть только себя или заметить других, сказать «это не мое дело» или сделать своим. Добро – не результат воспитания, статуса или образования. Это реакция души. Это то, как ты видишь мир. Это твоя позиция. Даже если ты сам страдаешь, ты все равно можешь быть добрым. И в этом величайшая сила. Иногда одно доброе действие – это все, что у человека осталось. Ты никогда не знаешь, на каком краю находится человек. Быть может, ему кажется, что жизнь закончена, что все потеряно, что он не нужен. И вдруг кто-то улыбается, кто-то говорит «ты важен», кто-то делится бутербродом, кто-то просто останавливается и слышит. И все. Поворот. Свет, надежда, новый шаг, жизнь. Вот почему одна капля добра дороже целой бочки философии. Потому что философия объясняет, а добро спасает. А как вы считаете, одна капля добра дороже целой бочки философии? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать «Все». Ставьте нравится, лайки, большой палец вверх. Пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.